Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. И сегодня мы продолжим испытание новой камеры Blackmagic Ursa Mini 4.6K. Сделаем более детальный обзор, и вы наконец-то увидите первые тестовые кадры с новой камеры. Go! Начнем, собственно, с эргономики корпуса. Она очень приятная на ощупь, легкая, магниевая. Сбоку есть ручка, которая снимается и может быть установлена на риг. Имеет спусковую кнопку и еще две кнопки диафрагмы и фокуса. Так, подключаем камеру к сетевому адаптеру. Здесь должен находиться аккумуляторный блок, его пока что нет. Сверху два выхода XLR для микрофонов. Ну вот сверху находятся вентиляционные отверстия. Это, конечно, не очень хорошо, потому что в них может попасть вода или пыль. То есть, но сверху будет установлена рукоятка, а поэтому она будет частично закрывать это дело. Так. Сверху находится стереомикрофон. Так, откроем, посмотрим матрицу. Матрица действительно большая. Формата Super 35. Это 25,34 на 14,25 миллиметров. Совсем немного меньше, чем у Red Epic. Так, закроем, чтобы пыль не попадала. Слева находится кнопочная панель. Ну, основная панель под монитором. Здесь находится у нас кнопка записи, кнопки проигрывателя Play, кнопки фокуса, управление диафрагмой. Сбоку находится слот на две CFast карты. Здесь у нас находится 256 гигабайтная карточка. Вставляем аккуратненько. Вот. Сбоку находится USB разъем, но через него нельзя сбрасывать видео, увы. Он нужен только для прошивки, установки прошивки и настроек камеры. Сбрасывать видео можно только через внешний картридер, который стоит тоже недешево, и которого пока что у меня нет. Включаем камеру. Вот сейчас мы обновим новую прошивку, которая сейчас вышла 4.0, и мы получим сразу же очень много интересных функций и новое меню. Старое меню, честно говоря, было стрёмным. То есть непонятным, отсутствовали некоторые функции. А теперь можно, прямо кликая по тачпаду, можно менять и ISO чувствительность, и устанавливать баланс белого прямо во время съемки. Цветовую температуру. Все это очень легко, экран очень легко нажимается, то есть мягенько работает. Угол раскрытия обтюратора, то есть выдержку. Частоту съемки, то есть настройки экрана, то есть все выставляется через монитор, через тачскрин. Управление звуком, то есть и громкостью динамика, и каналами, все делается через тачскрин. Ну и основное меню у нас очень обогатилось, появилось много режимов съемки, в том числе аноморфотный режим, где можно снимать с аноморфотной оптикой 1 к 2. Ну, различные режимы, да. Частоты кадров. Все очень легко, понятно управляется. То есть меню абсолютно кардинально другое, но намного удобнее, то есть, чем было. Раньше надо было зайти для изменения любой функции, зайти в меню и пролистать кучу вкладок. Сейчас это все сделано крупно, удобно, замечательно. То есть Blackmagic все-таки допилила эту камеру. Также появилась возможность установить пресеты и LUT-таблицы. Например, загрузить профили камер Red, Arri Alexa или кинопленки, то есть чтобы посмотреть, как это будет смотреться с постобработкой прямо в камере. Настройки звука, то есть всевозможные. Все очень хорошо и удобно. Итак, установим наш старенький, но хороший объектив планар Carl Zeiss, полтинник. И с помощью него
сделаем серию тестовых видео. Это ручной объектив, хотя эта камера поддерживает и объективы Canon электронные, но мне нравятся ручные объективы, поскольку это настоящая киношная оптика. Итак, вперед! Ну, первые съемки я произвел методом Чукчи, то есть что вижу, то и снимаю, немного помотав камерой перед собой на соседнюю стену. Ну, еще увеличил экспозицию чуть-чуть, уменьшил, посмотреть, как камера борется с пересветами. Ну и выглянул из окна на вечерний город в формате RAW. Снял один кадрик. Ну и, конечно же, не смог удержаться от съемки slow motion. Немножечко подбухнул, дабы обмыть новую камеру. Ну и slow motion, эта камера снимает максимум 120 кадров в секунду при разрешении 1080p Full HD. Ну вот снял небольшой кадрик. В принципе, изображение смотрится неплохо, мягенько. Камера снимает с кроп-фактором 1:2 во время съемки slow motion. Но, в принципе, смотрится весьма прилично. Пиво, как и укса, отличный, а цена не то, что у нас в Германии. Das ist fantastisch. Что, отличное пиво? Я, natürlich. Ну а на утро с бодуна во всей красе я снял тот же кадр из окна, сделал пробу на пересветы. В принципе, все смотрится опять же мягко. Пересветов не наблюдается, недосветов тоже, то есть и в тенях, и в светах проработка хорошая. Это видео сделано без какой-либо обработки, то есть то, что снимает камера. Без обработки. Конечно, YouTube нам не позволяет оценить качество этого изображения, но видно, что оно приличное. То есть жестких пересветов нет, все очень мягкое изображение, то есть не похожее на простое видео, то есть все-таки есть некий намек на кино. Хотя мы понимаем, что кино можно снять только на кинопленку. Любое цифровое изображение это будет только симуляция кино. Но тем не менее, динамический диапазон подтверждают. То есть мы видим пересветы, отсутствуют и недосветы, хотя тень очень глубокая. Но вот прикроем диафрагмочку на тени, то есть в принципе тут все вытягивается. Сейчас сделаем небольшую обработку, чуть-чуть подкорректируем гамму в премьере. Но вот, то есть мы видим и пересветы отсутствуют, то есть в принципе изображение хорошее, вполне приличное, если его нормально цветокорректировать, то есть оно поддается обработке. То есть на 4 диафрагмы закрываем, открываем. Камера держит диапазон. Вот так. Ну а теперь я решил провести проверку в условиях приближенных к боевым, то есть сделал прямую съемку действительности, поскольку эта камера приобреталась для съемок именно документального кино, поэтому снимаем жизнь без каких-либо подсветок, обработок и прочего. То есть движения плавные, мягкие, никакого строба. При панорамах я не наблюдаю особенного. Вот против света. Конечно, объектив немножечко
Немножечко дает флю против света. То есть глубина пространства, чувствуется, что матрица большая у этой камеры, что это кино, это не просто любительское видео. То есть даже не обрабатывая изображение, оно вполне приличное. Жаль, что не удалось поснимать достаточно долго, поскольку у меня нет картридера, и карта уже оказалась забита, нет батареи, так что снял совсем немного я. В дальнейшем мы сделаем более детальный обзор. До новых встреч. Пока.